Швейцарские прогулки. Выпуск 6. Налог на добавленную стоимость в Швейцарии. Город Берн. В сегодняшнем видео рада представить вам новую серию выпусков «Экономим налоги». Сегодня мы отправимся на прогулку в город Берн и будем вести там интересную бизнес-беседу на тему налог на добавленную стоимость. Разберем, в чем особенности НДС в Швейцарии. Обладая этими знаниями, вы сможете экономить налоги вашего бизнеса и ваши лично. Вы узнаете, почему именно этот город был выбран для презентации этого вида налога и что же меня лично объединяет с этим красивейшим городом. Приятного вам просмотра! Привет, друзья! Сегодня мы с вами находимся в городе Берн. На карте Швейцарии этот город занял центральное место расположения. Здесь живут всего 133 тысячи человек. Берн меньше Цюриха почти в 4 раза, но при этом Берн является фактической столицей страны и одним из самых красивых городов Швейцарии. Мое отношение к Берну особенное, ведь до переезда в Цюрих я прожила здесь 2 года. Правда, это было уже очень давно, но каждый раз, как я возвращаюсь в этот славный город погостить на день-два, я чувствую здесь необъяснимую энергию особенной атмосферы, любуюсь невероятной архитектурой и умиротворением местных горожан. Жизнь здесь спасена от стресса, который мы привыкли испытывать в Цюрихе. Процессы здесь протекают более спокойно, и воздух насыщен удовольствием от жизни. Старый город Берн занимает достаточно большую его часть и поражает любого своей красивейшей архитектурой средневекового стиля, которая включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Через Берн протекает река Аре. Символом города является медведь, запечатленный на гербе города. Живые пары медвежат под именами Миша и Маша были в 2009 году подарены тогда действующим российским президентом Дмитрием Медведевым во время его визита в Швейцарию. В городе Берн находится Дом правительства, Национальный банк и другие административные службы федерального назначения, а также представительства практически всех стран мира в форме посольств и консульств. Для темы налогообложения на добавленную стоимость я выбрала прогулку именно в городе Берн, так как именно в нем находится Федеральная налоговая служба, и было бы логичным эту тематику раскрыть именно здесь. В отличие от других основных налогов, налог на добавленную стоимость, или как его сокращенно принято называть НДС, взимается только на федеральном уровне. Итак, разберемся, что это за налог и в чем его отличие от НДС в других странах. Здесь я хотела бы добавить, что налогообложение в Швейцарии в целом – это область очень комплексных знаний, и НДС не является исключением из правила. К тому же законодательство в этой области частенько пересматривается, изменяется и дополняется. Последние ощутимые изменения в швейцарском законе на НДС были проведены в 2018 и 2019 годах. В этом выпуске я передаю вам актуальную информацию. Буду для вас стараться по возможности использовать лексику полегче, без указания соответствующих ссылок на нормы права, и упрощать информацию для более легкого восприятия. Для тех, кто все же желает узнать более точную терминологию, предлагаю к этому ролику включить немецкие субтитры и параллельно получать в письменном виде более передаваемую мной подробную информацию. Само определение швейцарского налога на добавленную стоимость не отличается от идентичного налога в иных 137 государствах. Не будем долго на этом останавливаться, я исхожу из того, что вам это уже знакомо. Бремя налогов фактически несет конечный потребитель, физическое или юридическое лицо. Налог создается на всех стадиях процесса производства товаров и предоставления услуг. НДС насчитывают
поднимая стоимость товара и услуги на данной стадии процесса, а затем отчитываются перед государственным налоговым органом юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, физические лица, в отдельных случаях, которые мы тоже рассмотрим, и швейцарские филиалы иностранных предприятий. Они наряду со швейцарскими компаниями имеют налоговый номер, и с точки зрения НДС в таком случае компания рассматривается как швейцарское предприятие. То есть, говоря в целом, НДС должно платить любое лицо, которое ведет предпринимательскую деятельность, продает товары и предоставляет услуги, за это получает доход и имеет оборот с целью извлечения прибыли и ведения предпринимательства. Но и произнесенное слово «в целом» подразумевает, что здесь есть ряд исключений, о которых мы как раз и поговорим. На этом и базируются особенности швейцарского НДС. Вначале нужно заострить внимание, что хобби не облагается НДС, так как оно не подпадает под определение предпринимательской деятельности. Также для налогообложения важно, чтобы имело место предоставление услуги и продажа товара. Отсюда следует, что субсидии, пожертвования, возмещение вреда и так далее не облагаются налогом на добавленную стоимость, а также НДС не распространяется на полученные дивиденды, личный доход в качестве вознаграждения за членство в совете директоров компании и государственные пошлины. Далее стоит отметить, что облагаются налогом только те ведущие предпринимательскую деятельность лица, у которых сумма выручки от реализации товаров и услуг более 100 тысяч швейцарских франков в год, либо 150 тысяч швейцарских франков в год для спортивных, культурных и других объединений. Оборот при этом рассматривается по всему миру, не только по Швейцарии, и в объеме нетто, то есть стоимость услуги товаров без учета самого налога. Теперь перейдем к самому интересному – к налоговым ставкам. Швейцария по налогам в целом рада предложить вам низкую налоговую нагрузку, являясь так называемым налоговым раем. Налог на добавленную стоимость здесь не исключение. Его ставки легко конкурируют в Европе и являются одними из самых низких. Итак, рассмотрим поподробнее по методу убывания величины ставок НДС в Швейцарии. Максимально НДС облагается под ставкой 7,7%. Такой размер ставки предусмотрен на все товары и услуги, которые не подпадают под другие категории ставок. Вторая по величине ставка налогообложения – 3,7%. Под нее попали услуги отелей, хостелов и других возможностей ночлега, а также завтрак как дополнительная при этом услуга. Также и физические лица, например, должны заплатить 3,7% налога от сдачи жилья в горах, так называемая швейцарская дача. Конечно же, если их сумма выручки составляет более 100 тысяч швейцарских франков в год. Ставка 2,5% распространяется на целый ряд товаров и услуг. Сюда входят продукты питания и безалкогольные напитки, содержащие до 0,5% алкоголя. При этом имеется в виду приобретение этих продуктов в супермаркете или в ресторане в формате take-away или доставка еды на дом. Если вы в ресторане уже обслуживаете, сидя за столиком, то действует ставка 7,7%. Также ставкой 2,5% облагаются медикаменты, семена и живые цветы, скот и корм для него, книги, газеты и другие издания без рекламного содержания, радио и телевидение для домашнего использования, снабжение водопроводной водой. Это были основные товары и услуги, регламентированные законом под ставкой 2,5%. Далее перечислим исключенные законом от налогообложения следующие виды товаров и услуг, то есть их ставка составит 0%.
письма обыкновенной швейцарской почты весом до 50 грамм, лечение в больницах и в частных врачебных кабинетах, услуги организаций по уходу за детьми, а также воспитательные учреждения, услуги образовательных учреждений, включая различные курсы, аренда жилья под личное использование и иные другие виды товаров и услуг. Такие исключения из налогообложения товаров и услуг лишают предпринимателя возможности возврата НДС на предыдущей стадии процесса производства товара или предоставления услуги. Но налоговое право Швейцарии с некоторыми исключениями разрешает предпринимателю отказаться от этой нулевой ставки, платить налог и при этом иметь право на возврат НДС на его предыдущей стадии, если такой вариант окажется экономически целесообразней. Ведь на практике бывают случаи, когда возврат налога от предыдущей стадии превышает его оплату на действующей стадии, и вы можете благополучно потребовать его возврат. Согласитесь, как приятно деньги не перечислять налоговой, а получать от нее. Этим самым перечислены еще не все действующие в Швейцарии налоговые ставки на НДС. Ведущий предпринимательскую деятельность по собственному желанию имеет право перейти на так называемую налоговую ставку с оборота, размер которой отдельно предусмотрен для каждой сферы бизнеса и колеблется в размере от 0,1 за варку безалкогольного пива до 6,5% за услуги переводчика. Промежуточные примеры: услуги оператора 2%, бухгалтерские услуги почти 6%, салон красоты почти 5%. Тут к заполнению предлагается другой бланк декларации НДС. Существует несколько особенностей и требований для перехода на такую ставку налогообложения. Самое важное знать, что выбрав эту ставку отчетности налога, предприниматель также лишается права возврата НДС на предыдущей стадии НДС процесса. И, как это уже ясно из названия, платит на всю сумму выручки. Поэтому стоит внимательно рассчитать и сделать оптимальный выбор – налоговая ставка с оборота или нет. Существует также перечень услуг и товаров, которые освобождены от уплаты НДС. Классический пример тому – транспортные услуги. Сюда также относятся авиабилеты, если вылет с заграничного аэропорта или прилет в заграничный аэропорт. Перелеты внутри Швейцарии налогом облагаются. То же самое касается интернациональных железнодорожных билетов. Попадающие под эту статью закона предприниматели от налога освобождены, но при этом НДС на предыдущей стадии процесса вернуть могут. Таким образом, получается минусовая ставка НДС. И опять же, вы имеете право на получение денежных средств от налоговой службы. Неплохо, да? Особый подвид налога платят лица, завозящие товары и услуги из-за границы более чем на 10 тысяч швейцарских франков в год. Причем об этом надо самим проактивно заявить в налоговую и уплатить налог. В бланке налоговой декларации на НДС имеется отдельная графа для этого налогового подвида. Освобожден от налога, точнее имеет право на его возврат тот нерезидент, кто в Швейцарии сделал покупку для личного использования или в качестве подарка на сумму от 300 швейцарских франков, но этот товар нельзя потом перепродать. При этом в течение 30 дней после покупки нужно зафиксировать ее на таможне. Если не успеть в 30-дневный срок, тогда будет считаться, что товар был потреблен в Швейцарии и налог вернуть будет нельзя. Далее стоит упомянуть о таможенных пошлинах. Они вместе с НДС входят в ту же группу налогов. Здесь декларация делается перед таможенной службой, а не перед налоговой. Ввозить в страну без оплаты налога наоборот. Можно товары стоимостью до 300 швейцарских франков или те, налог на которых составит не более 5 швейцарских франков. На онлайн-заказы из-за границы на сумму более 100 швейцарских франков теперь также будет взиматься налог.
Например, при заказе книг из немецкого Амазона на 600 франков, вся эта сумма облагаться будет налогом в 2,5%. Интересно, что когда мы говорим об НДС Швейцарии, то область покрытия этим налогом не совсем совпадает с физическими границами страны. Здесь есть нюансы. Так, например, соседняя страна Лихтенштейн тоже облагается швейцарским НДС. А теперь рассмотрим, как платит НДС и вообще платит ли в Швейцарии иностранная компания без филиалов в Швейцарии, которая здесь ведет предпринимательскую деятельность, например, предоставляет какие-то услуги. Такая компания должна в Швейцарии иметь своего представителя по налогам, например, адвоката. Также нужно будет ей открыть здесь авансовый налоговый счет. Такая компания должна платить в Швейцарии налог только на сумму выручки, полученной в Швейцарии, если ее общий международный оборот составляет более 3 миллионов в год. А когда же нужно начинать платить налог? Если вы достигли оборота 100 тысяч швейцарских франков в год, то вы обязаны об этом сообщить налоговый орган в течение 30 дней. Но если вы открыли компанию и уже четко по расчетам в бизнес-плане ориентируетесь, что ваш оборот в год составит 100 тысяч швейцарских франков, тогда вы должны с самого начала работы компании платить налог. Если деятельность вашей компании в течение ведения предпринимательской деятельности расширяется и, соответственно, оборот тоже возрастает и становится ясно, что оборот достигнет 100 тысяч швейцарских франков в год, то опять же нужно сразу об этом сообщить налоговый орган и начать оплачивать налог. Если пока не ясно и невозможно спрогнозировать, то это обязательство настигнет в течение 30 дней после достижения порога 100 тысяч швейцарских франков в год, как говорилось уже ранее. Наоборот, если оборот стал менее 100 тысяч швейцарских франков в год, то можно либо отказаться от уплаты налога, либо продолжать его платить на добровольной основе. Это была только самая базовая информация о налоге на добавленную стоимость Швейцарии. Время нашей прогулки ограничено, и многие моменты по этому виду налогообложения остаются за кадром. Обращайтесь за индивидуальной консультацией. Помните, что оптимально подобранная схема оплаты ваших налогов поможет сэкономить вам много денег. До новых встреч, друзья! Пишите ваши комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на мой YouTube канал. Помните, от вашей инициативы будет зависеть, насколько часто мы будем с вами здесь встречаться и какую тему будем обсуждать. Для индивидуальных консультаций и сотрудничества пишите в Директ. Иные контакты, электронная почта, WhatsApp, Viber вы найдете на моем сайте, который указан под этим видео. В следующем видео продолжаем серию выпусков о налогообложении в Швейцарии под названием «Экономим налоги». Мы отправимся с вами в кантон Швиц и поговорим там на важную для всех проживающих в Швейцарии и планирующих сюда переехать на тему «Налог на доходы физических лиц». Разберемся, кто должен платить этот вид налога, в каких регионах Швейцарии ставка подоходного налога высока, а в каких нет, и как можно сэкономить на оплате налога, применив некоторые знания на эту тему. Это и многое другое в следующем видео. Обязательно следите за новыми выпусками. Теперь будет не только интересно, но и полезно.